Продолжая тему о редких садовых цветах, хочу рассказать еще об одном невероятно красивом растении с потрясающей, яркой и многообразной расцветкой. Этот цветок не только крайне декоративный, но имеет очень продолжительный период цветения. Называется сальпиглоссис. Яркий красочный сальпиглоссис способен украсить любую садовую коллекцию из самых изысканных растений. Такой неповторимый рисунок, как на его лепестках, встречается крайне редко среди цветочных культур. Такое ощущение, что над каждым растением поработал профессиональный художник. Здесь и яркая игра красок, и тонкие графические линии. Рассматривать эти цветы можно часами. Однако, несмотря на его необычное и только ему присущее роскошное цветение, сальпиглоссис не часто увидишь в садах средней полосы. С одной стороны, объяснить это можно тем, что для холодного климата он является однолетней или двулетней культурой. Хотя те, кто уже смог вырастить у себя подобную красоту, продолжают выращивать сальпиглоссис ежегодно и просто не представляют свой сад без этого эффектного растения. Друзья, я буду всем благодарна, кто поделится своим опытом и мнением по этому невероятно красивому цветку. Спасибо вам за все ваши советы, комментарии и лайки. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов о самых необычных, редких и неприхотливых растениях. Цветение сальпиглоссиса не только яркое, но и обильное. Его цветы раскрываются на протяжении всего лета и до прихода осенних морозов, не переставая удивлять своих владельцев всевозможными окрасками. Каких только расцветок у него не встретишь. Что интересно, это растение из рода посленовые, родиной которого считается Южная Америка. В холодном климате его выращивают в качестве однолетнего или двулетнего растения, так как зимние морозы он не выдерживает. Но сальпиглоссис настолько выразительный и необычный своими узорами, что от выращивания такой красоты не стоит отказываться. Все, кто видел его цветение, удивляются таким чудесным переливом окрасок и неповторимому мраморному рисунку на его бархатных лепестках. Кстати, за это его и прозвали мраморным цветком. Подобных экзотических цветов в саду больше не встретишь. Выращивают сальпиглоссис только рассадным способом. Семена высевают в марте в рыхлый субстрат, не заглубляя. Всходы нуждаются в проветривании и хорошем освещении. Это важно. Недостаток света приведет к тому, что сеянцы начнут вытягиваться и будут крайне слабыми, а излишняя влажность может стать причиной появления грибковых инфекций. С появлением первых двух листочков рассаду пикируют в отдельные емкости. В открытый грунт сальпиглоссис высаживают только с наступлением устойчивого тепла, то есть в мае-июне. Для этого яркого цветка стоит выделить солнечные видовые участки, но защищенные от сквозняков. В посадочные ямки добавляют нейтральный торф, песок и немножко золы. Сальпиглоссис не терпит грунт с кислой реакцией. При посадке стоит обратить внимание на то, что есть высокорослые сорта около 1 метра с довольно крупными цветками, среднерослые до 60 см высотой и низкорослые растения, которые вырастают всего до 30-35 см и имеют диаметр цветов около 5 см. Также этот цветок плохо переносит пересадку с места на место. Почву под сальпиглоссисом лучше замульчировать, так как он не выдерживает засуху, ровно как и чрезмерное переувлажнение. От частых и излишних поливов он может заболеть. А вот на поверхностные опрыскивания, особенно в знойный период, только не на солнце, и с добавлением соответствующих удобрений по листу, сальпиглоссис отреагирует более пышным и ярким цветением. Поливать эту южную культуру желательно только отстойной и теплой водой. На обильное цветение благоприятно скажется своевременное прищипывание длинных побегов и удаление сухих цветков.
Неопытные цветоводы могут столкнуться с корневой гнилью у сальпиглоссиса. Такое часто происходит от неправильно выбранного места посадки, кислого состава почвы или переувлажнения. Для предотвращения грибковых болезней возле кустиков сразу же с высадкой рассады можно прикопать по одной таблетке глиокладина, а при малейших признаках поражений провести обработку фунгицидными препаратами. Конечно, очень жаль с наступлением морозов прощаться с такой красотой, поэтому салипиглоссис еще стоит выращивать как горшечный цветок, тем более, что он не любит пересадку. Очень красиво будут смотреться композиции с сальпиглоссисом в центре и ампельными растениями по краям, например, петунией, лобелией или бегонией. Кстати, можно попробовать выкопать на зиму кустики сальпиглоссиса, пересадить их в кашпо и занести в теплое помещение с температурой не ниже плюс 18 градусов. При этом очень важно не ставить растения вблизи отопительных приборов и на сквозняки. При горшечном выращивании этот удивительный цветок покажет себя как многолетник и будет долго вас радовать своим неповторимым по красоте цветением. Кстати, семена сальпиглоссиса имеют схожесть до 5 лет, хотя лучше все-таки для размножения использовать свежесобранный посевной материал. Сальпиглоссис будет очень красиво смотреться в комбинированных посадках рядом со многими однолетними и многолетними культурами, особенно в виде многоуровневых композиций. Его цветы также долго стоят в срезке, при условии, если часто менять воду на свежую и обновлять нижний срез. Надеюсь, что и вас очарует это изысканное растение, и вы станете выращивать его на своем участке каждый год. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.